Она шпионка с севера, он звезда с юга. Ее задание — украсть его. И многие дорамщики подумают: о, это же сюжет дорамы «Шпионка Мён Воль», и будут правы. Ведь в южнокорейском кинематографе очень много сериалов на тему о севере и юге, многие из которых основаны на реальных событиях. Ведь в жизни северокорейские агенты действительно похищали южнокорейских звезд. И это не дорама. Она — икона южнокорейского кино, звезда 60-х, а он — принц корейского кино, режиссер с мировым именем. В 1978 году северокорейские спецслужбы похищают актрису Чхвин Хи в Гонконге. Через несколько дней в ту же ловушку попадает ее бывший муж, режиссер Син Сан Ок. Цель похитителей — создать пропагандистское кино для КНДР. Сначала тюрьма, идеологическая обработка, затем съемки фильмов по указке лидера КНДР. Среди них «Пульгасари» 1985 года, северокорейский ответ «Годзилле». Фильм о чудовище, который стал символом борьбы с капитализмом. А для его создания были приглашены даже японские специалисты по спецэффектам. В 1986 году во время поездки в Вену актрисе и режиссеру все же удается сбежать от охраны и укрыться в посольстве США, получив политическое убежище. История старая и в те времена была довольно-таки запутанная. Одни утверждали, что режиссер якобы сам сбежал в Северную Корею. Другие же верили, что режиссера сдал лидер того времени Южной Кореи. И все это из-за одной проблемы. Проблемы с южнокорейским правительством и режимом. Ведь Син Сан Ок бесстрашно заявил тогда, что снимет фильм о самосожжении знаменитого активиста профсоюзного движения, который боролся за права трудящихся, Чон Тэ Иль. На месте протеста активист облил себя бензином и поджег себя вместе с копией закона о трудовых стандартах, покончив с собой в молодом возрасте 22 лет, за что Чон Тэ Иля стали называть символом рабочего движения Южной Кореи. Но это была лишь одна сторона реальности, внутренняя борьба, которая происходила в самой Южной Корее. Тем временем другая сторона, куда более мрачная история, разворачивалась за ее пределами. Ведь похищение актрисы и режиссера – это далеко не единственный случай в 20 веке. С 70-х по 80-е годы Северная Корея активно занималась тайными операциями за границей. Похищали не только южнокорейцев, но и граждан Японии, Ливана, Таиланда, Франции и Румынии. Эти похищения не эпизод, а государственная стратегия. Пополнение агентурной сети, обучение шпионов, производство пропаганды, принуждение к сотрудничеству. И все это под грифом абсолютной секретности. И только в 21 веке, в 2002 году, в рамках переговоров с Японией, Северная Корея признала похищение 13 японцев. Однако, по некоторым данным, похищений было гораздо больше, чем признано официально. Многие исчезновения до сих пор остаются нераскрытыми, а судьбы людей неизвестными. Но история на этом не заканчивается, ведь происходили не только похищения, были и те, кто пытался вырваться из самой Северной Кореи. Несмотря на тотальный контроль, страх перед пытками, казнью, репрессиями, которые распространялись не только на беглеца, но и на его родственников, люди все равно решались на побег. Иногда через минные поля, иногда вплавь через реки, а иногда при помощи контрабандных каналов. По некоторым данным, количество сбежавших все же с каждым годом падает. По последним данным, в 2024 году в Сеул прибыло 196 северокорейских перебежчиков, что меньше, чем 2700 человек десятилетия назад. Но все же, несмотря на все трудности, некоторые северокорейцы смогли сбежать и даже достичь успеха или стать популярными. Их истории редкость, но они вызывают огромный интерес и за пределами Корейского полуострова. Одна из таких историй – судьба Чон Хи Сон, более известной как Им Джи Хён. Она бежала из Северной Кореи в апреле 2014 года, заплатив контрабандистам все свои сбережения. В Южной Корее она работала барменом,
а затем стала популярна, рассказывая о жизни в КНДР на телевидении и в соцсетях. В Южной Корее она достигла известности как медиаперсона и частый гость телешоу, посвященных северокорейским перебежчикам. Но в 2017 году Джи Хён исчезла из своего дома в Сеуле, а позже появилась уже на северокорейском телевидении, где заявила, что жизнь в Южной Корее – это ад. Выразила раскаяние за побег и попросила прощения у лидера Северной Кореи. По официальной версии, она якобы добровольно вернулась в КНДР, но многие считают, что ее похитили северокорейские агенты. С тех пор она больше не появлялась публично. Но есть и другие судьбы, куда более светлые и открытые. Канара бежала из Северной Кореи тоже в 2014 году и сумела построить успешную карьеру в Южной Корее как актриса, телеведущая и ютуб-блогер. Она не сыграла главных ролей, но появилась в таких дорамах, как «Взлет 2» 2016, «Дети свинга» и «Бумажные самолетики» 2018 года. Наре было всего 17 лет в 2014 году, когда она пересекла реку Амрок с брокером, несмотря на то, что так и не научилась плавать. В Южную Корею она попала через Китай, Мьянму и Таиланд. Вдохновилась она просмотром дорамы «Мальчики краше цветов» дома в Северной Корее, где она жила со своим отцом и мачехой. Дораму, кстати, она посмотрела благодаря контрабандной SD-карте. И вот уже 11 лет Канара живет в Южной Корее и успешно адаптировалась. У нее почти 20 каналов, каждый из которых имеет более 100 тысяч подписчиков. И это действительно редкость, учитывая, что всего в Южной Корее проживает около 33 тысяч перебежчиков из КНДР. Под ее видео тысячи лайков и комментариев. Подписчики восхищаются ее внешностью и харизмой. Сама Нара признается, ей нравится, когда ее называют красивой, и говорит, что счастлива, ведь может сама выбирать, когда работать, а когда отдыхать. А главное, что она чувствует себя на своем месте. Когда ее спрашивали, не боится ли она, что северокорейские власти могут следить за ней, она отвечала: может и следят, но я ничего плохого не делаю, просто спокойно живу. Тем не менее, она признает, что известным перебежчикам угрожает опасность, вспоминая трагическую судьбу Им Джи Йон, о которой я рассказывала ранее. Нара подчеркивает, что никогда не оскорбляла северокорейское руководство и не говорила ничего провокационного, лишь делилась историями о жизни в Северной Корее и адаптации в Южной. Сегодня она активно снимается в рекламах, участвует в съемках и мечтает разрушить предвзятое мнение о том, что северокорейцев нельзя показывать в кино. По ее словам, в Корее много актеров, умеющих говорить на северокорейском диалекте, но настоящим перебежчикам почти не дают таких ролей. Нара надеется, что когда-нибудь ее будут воспринимать не как особенную, а как обычную южнокорейскую девушку, переехавшую в Сеул из глубинки Южной Кореи. Похожими чувствами делилась и Рю Хи Джин, еще одна перебежчица, сумевшая заявить о себе на южнокорейском телевидении. Рю Хи Джин, бывшая звезда синхронного плавания из Пхеньяна, выросла в вере, что Южная Корея – это нищета и разврат, а любить можно только великого вождя. Но однажды все изменилось. Ночами, тайком от надзирателя, она смотрела южнокорейские сериалы. Люди в них свободно говорили «я тебя люблю». Жили открыто, красиво, ярко, как будто из другой вселенной. Тогда она впервые задумалась, почему у нас нельзя так же. Хи Джин сбежала в Южную Корею, и сегодня одна из ведущих шоу «Теперь я иду к тебе». Это южнокорейская передача о северокорейских перебежчиках. Изначально она сама была на этом шоу как приглашенная гостья, и когда люди в кадре рассказывали, как сбегали через границу, рискуя жизнью, она поняла, что правду о юге и севере всю жизнь скрывали. А разговоры о запретных темах, критика режима и, конечно же, дорамы, все это попадало в Северную Корею через флешки и нелегальные каналы. Передача существует уже более 12 лет,
где рассказывают истории северокорейских перебежчиков. И Хиджи надеется, что такие программы помогают уменьшить стигматизацию перебежчиков в южнокорейском обществе. Однако она также выражает обеспокоенность за безопасность своих родственников, оставшихся в Северной Корее. Но так как ее лицо каждую неделю появляется на экранах, она все же надеется, что, возможно, и в какой-нибудь комнате в Пхеньяне ее лицо тоже увидят. Но, конечно же, не все так радужно и просто. Многие беглецы все же сталкиваются с одиночеством, дискриминацией и разочарованием. Ведь Южная Корея — это не сериал, а реальная страна со своими проблемами, где прошлое не всегда легко отпустить, а новое не всегда принимается открытыми объятиями. Одной из тех, кто открыто заговорил о трудностях, стала Пак Йон Ми, пожалуй, самая известная северокорейская перебежчица. В возрасте 13 лет в 2007 году она сбежала из страны вместе с матерью после ареста отца. Через Китай и Монголию они добрались до Южной Кореи и в 2009 году осели там. В Южной Корее девушка выучила английский и начала рассказывать миру о нарушениях прав человека в КНДР. В 2014 году она стала известной после выступления на одном из саммитов в Дублине, которое получило мировую огласку. В том же году Йон Ми попала в список 100 женщин года по версии BBC, а в 2015 поступила в Колумбийский университет США и позже получила американское гражданство. А еще написала бестселлер «Чтобы жить» и выступала вместе с Хиллари Клинтон. Йон Ми стала популярной общественной фигурой и спикером. На сегодняшний день она живет и работает в США как активистка и автор книг. А еще она активно развивает YouTube-канал, который сегодня насчитывает более 1 миллиона подписчиков. И хотя ее истории привлекли внимание мировой аудитории, некоторые аспекты ее рассказов все же подверглись сомнению. История Йон Ми стала одной из самых известных, но таких историй гораздо больше. Среди перебежчиков из КНДР есть люди с совершенно разным прошлым. Кто-то начинал с нуля, а кто-то уже добился многого еще в Северной Корее. К примеру, Ким Чхоль-вун родился в 1974 году в Северной Корее, и родился он во влиятельной семье. Отец – глава провинциальной парторганизации, а мать – руководитель вуза. Уже в 5 лет мальчик начал играть на фортепиано, а в 8 поступил в престижный музыкальный университет в Пхеньяне. Позже он даже учился в Московской консерватории с 1995 по 1999, где впервые услышал западную музыку и влюбился в свободу выражения. После возвращения в КНДР Ким стал ведущим пианистом Государственного симфонического оркестра. Однако однажды, в 2001 году, когда он играл романтическую мелодию французского композитора о любви, на пианиста донесли в госбезопасность за исполнение буржуазной музыки. За это Киму пришлось писать покаянное письмо. Но внутренняя свобода уже не давала покоя. В том же 2001 пианист решается бежать. Он перебрался через реку в Китай, попал в трудности и несколько раз сидел в китайских и северокорейских тюрьмах. Дважды едва не был депортирован обратно в КНДР, но чудом спасся. После долгих скитаний по поддельным документам Ким все же добрался до Южной Кореи в декабре 2002 года и уже в 2004 году стал преподавателем в музыкально-хоровом университете и начал карьеру международного концертного пианиста. А в 2009 году выступил на одной из самых престижных концертных площадок в мире, в Нью-Йорке, исполнив мечту всей своей жизни. Позже он основал свой оркестр в Южной Корее и активно участвовал в культурной и правозащитной деятельности. Вот такая необычная история Кима от ребенка, прошедшего суровую музыкальную школу на севере, до концертного пианиста и преподавателя на юге, став примером того, как перебежчик
может сохранить и дальше развивать свое профессиональное мастерство. И если Ким Чхоль-уну удалось сохранить свое искусство, то Джи Сон Хо едва удалось сохранить свою жизнь. Сон Хо родился в 1982 году в провинции, недалеко от одного из северокорейских лагерей. Детство пришлось на голод 90-х годов. Семья выживала за счет трав, корней, крыс и украденного угля. В 1996 году Сон Хо, будучи подростком, попал под поезд во время одной из вылазок воровства угля. Потерял ногу и часть руки. Операцию проводили без наркоза. От боли он терял сознание, но врачи били по лицу, чтобы он не отключался. Реабилитации не было. После этой ситуации отец, который был преданным членом трудовой партии, изменил свои взгляды на жизнь, осознав, что важнее спасти свою семью, а не партию. Позже Сон Хо признал, что винить в этом стоит не отца, а режим. После выздоровления Сон Хо снова попал в неприятности. В поисках еды в Китае по возвращению в КНДР его арестовали с допросами и избиениями. И инвалидность не спасла Сон Хо, а наоборот, стала поводом для унижений. После этого случая доверие к правительству исчезло. И в 2006 году Сон Хо бежал из КНДР. Вместе с братом почти утонул, но добрался до Южной Кореи. Бежать им помогли религиозные группы. Возможно, поэтому он принял христианство и основал правозащитную организацию, помогающую другим перебежчикам. Позже он получил юридическое образование и параллельно продолжал помогать перебежчикам и привлекать внимание к репрессиям против инвалидов в КНДР, выступая с лекциями, в том числе в британском парламенте. В 2018 году Сон Хо стал одним из почетных гостей на послании президента США Дональда Трампа, подняв над головой старые костыли как символ свободы. В 2020 году был избран депутатом Национального собрания Республики Корея от консервативной партии, а в 2024 году получил номинальный пост губернатора провинции, который до сих пор контролирует север. Сегодня Сон Хо – один из самых известных северокорейских перебежчиков, ставший политиком, правозащитником и символом борьбы за свободу, а также права человека. А его история – пример невероятной стойкости от голода, ампутации и побега до парламента и правозащитной деятельности. Если Сон Хо был не из богатой семьи, то Пак Сан Хак родился в семье партийной элиты в 1968 году. Он получил образование в лучшем университете техники и технологий КНДР, а после выпуска работал в молодежном союзе имени Ким Ир Сена. Проходил обязательные политзанятия и самокритику. И уезжать он не собирался, ведь был обеспечен и даже готовился к свадьбе. Но все изменилось летом 1997 года, когда из Китая пришло сообщение от отца, находившегося в Японии. Отец предупредил о надвигающейся угрозе и велел бежать. После проверки подлинности известия Пак с матерью, братом и сестрой пересек границу. Часть вплавь, часть на камере. Через Китай семья добралась до Южной Кореи, где Пак успешно продолжил обучение, изучал политологию, сравнивал идеологии и, по его словам, испытывал сильную злость к режиму КНДР. В одном из интервью Пак рассказал, что в 2003 году он узнал, что его невесту избили до неузнаваемости, а родственников репрессировали. Кто-то погиб, кто-то оказался на улице. Эти события разозлили его, поэтому он уволился с работы и стал активистом и правозащитником. С 2006 года он возглавил организацию «Борцы за свободу», которая запускала воздушные шары с листовками, радиоприемниками и USB-информацией о внешнем мире. По оценкам, в КНДР попало более 2 миллионов таких материалов. В 2011 году на Пака якобы готовили покушение. Агент должен был отравить его или ввести яд с помощью иглы.
Но, к счастью, покушение удалось предотвратить. Однако сам Пак не избежал противоречий. Его критиковали за связь с крайне правыми движениями в Южной Корее, обвиняли в коррупции, насилии над журналистами и незаконном сборе пожертвований. И он даже якобы получил условные сроки и штрафы. Но, несмотря на это, его вклад в правозащитную деятельность был отмечен международным сообществом. В 2013 году он получил премию за творческое сопротивление диктатуре. История Пака – это пример человека, который превратил личную трагедию и гнев в долгую, противоречивую, но заметную борьбу. Еще одна громкая история инженера, работавшего над созданием ядерных ракет в Северной Корее. В 2009 году он бежал в Южную Корею, а в 2024 году был избран в Национальное собрание Южной Кореи. Его история привлекла внимание к вопросам безопасности и разоружения. Пак Чон Квон с юности был отобран в элиту в Северной Корее. Он учился в Национальном оборонном университете, где работал над разработкой ядерных ракет, став частью программы, направленной против всего остального мира. В 2009 году, после успешного запуска КНДР первой ракеты, над которой он и трудился, он решил бежать. Ему было 23 года. Уходил в одиночку, ничего не сказав семье, чтобы не подвергать их опасности. Побег через Китай обошелся в $7300. С фальшивым паспортом, через массу рисков и арестов, он все-таки добрался до Южной Кореи в декабре 2009 года. В Южной Корее Пак быстро адаптировался. Поступил в Сеульский национальный университет, получил докторскую степень по материаловедению и устроился в сталелитейную компанию Hyundai Steel, одну из крупнейших концернов страны. В 1924 году партия президента Юн Сок Йоля пригласила его в политику, и Пак стал четвертым северокорейским перебежчиком в истории, избранным в парламент Южной Кореи. Хотя партия его потерпела поражение на выборах, он все же прошел по списку. А цели его – улучшение поддержки для перебежчиков из КНДР, продвижение жесткой позиции в отношении режима Ким Чен Ына, содействие будущей мирной реинтеграции Корейского полуострова. Он подчеркивает, режим и народ КНДР не одно и то же. И важно строить мосты, а не только ставить барьеры. И еще одна известная активистка – Ли Ран. Она родилась в 1964 году в Северной Корее. После того, как ее дедушка и бабушка сбежали в Южную Корею, всю ее семью отправили в трудовой лагерь. Она провела 8 лет в заключении, а в 1997 году сбежала в Южную Корею. После того, как родственники из США опубликовали мемуары, упомянув участие ее отца в антиправительственной деятельности. В Южной Корее она достигла значительных высот. В 2005 году основала компанию для обучения перебежчиков английскому языку со стипендией. В 2008 году стала первой северокорейской перебежчицей, баллотировавшейся в Национальное собрание. В 2009 году стала первой женщиной-перебежчицей с докторской степенью в области питания и в том же году основала компанию по помощи женщинам-перебежчицам в изучении законов о правах человека, уходу за детьми и другие обучающие программы. В 2010 году она получила международную премию «Мужественная женщина» от Госдепа США. В 2012 году провела 18-дневную голодовку у посольства Китая против насильственной депортации беженцев. Также Ран руководит Институтом традиционной северокорейской кухни, обучая профессиям и налаживая культурный диалог между севером и югом. И хотя некоторых не устраивает, что Ли выступает против того, чтобы перебежчики жили за счет субсидий, а выступает в поддержку того, чтобы северокорейские перебежчики открывали малый бизнес, подобный ее ресторану, чтобы обрести независимость. Она все же остается одной из наиболее уважаемых активисток среди северокорейских перебежчиков.
Помимо таких общественных активисток, как Ли Ран, немало внимания привлекает и перебежчик с высоким политическим званием. Одним из самых известных стал Тэ Йон Хо, бывший дипломат КНДР. Тэ Йон Хо родился в 1962 году, и до побега он был заместителем посла Северной Кореи в Великобритании. В августе 2016 года он с семьей бежал в Южную Корею, не желая возвращаться в Пхеньян и подвергать своих детей жизни под диктатурой. После прибытия он вел активную антирежимную деятельность, давал интервью и выступал перед ООН и Конгрессом США. В 2020 году стал первым перебежчиком, избранным по большинству голосов Национальное собрание Южной Кореи. Тэ Йон Хо также написал бестселлер «Код третьего этажа» о жизни внутри северокорейской элиты. А в 2024 году был назначен секретарем консультативного совета по мирному объединению самим президентом Южной Кореи. Тэ Йон Хо считается одним из самых влиятельных и публичных северокорейских перебежчиков в Южной Корее. Но не все перебежчики идут в политику, как Тэ Йон Хо. Кто-то, наоборот, выбирает сцену и микрофон. Например, в одной кей-поп-группе поют сразу два бывших северокорейца – Ю Хёк и Сок. Ю Хёк родился в 2000 году в бедной деревне на севере КНДР. С детства жил в нищете, а с 9 лет попрошайничал. Собирал грибы, уголь, чтобы выжить. В 2013 году он бежал из Северной Кореи по маршруту через несколько стран. Подробности певец не раскрывал соображением безопасности. Хёк испытывал трудности с адаптацией в системе образования Южной Кореи, но нашел отдушину в поэзии и рэпе. Ему нравилось изучать корейский язык и поэзию. И учитель средней школы предложил ему попробовать писать рэп-тексты, хотя в то время Хёк мало что знал о рэпе. В 2018 году Хёк попал на образовательное ТВ-шоу, где его и заметил музыкальный продюсер, после чего его жизнь кардинально изменилась. От работника ресторанов и заводов он стал певцом. Хёк стал заниматься музыкой на постоянной основе с конца лета 2021 года. Он думал о том, чтобы стать актером, чтобы его друзья и семья в Северной Корее могли однажды увидеть его и узнать, что у него все хорошо. Второй участник, Ким Сок, тоже родился в 2000 году в Северной Корее, но уже в обеспеченной семье, неподалеку от границы с Южной Кореей. С детства, благодаря старшей сестре, он слушал кей-поп и тайком смотрел южнокорейские клипы, распространявшиеся, конечно же, через контрабанду. В 19 лет он бежал в Южную Корею. Его так же, как и Хёка, заметила продюсер, а в 23 году парни стали участниками кей-поп-группы, первой бой-бенда с участием перебежчиков из КНДР. Продюсер описала обоих мальчиков как чистые холсты, добавив, что она никогда не встречала таких стажеров. По словам продюсера, мальчики совершенно не разбирались в поп-культуре, но их способность выдерживать физические нагрузки поразила ее. Ребята с такой решимостью прошли через изнурительные часы танцевальных занятий, что она забеспокоилась, не переусердствуют ли они. Помимо уроков музыки и танцев, их обучение также включало этикет и участие в дискуссиях, чтобы подготовить парней к интервью в СМИ. По словам продюсера, мальчики не привыкли задавать вопросы или выражать свое мнение. Сначала, когда тренер спрашивал, на чем основаны их мысли, единственным ответом было «потому что вы так сказали в прошлый раз». И все же за 3 с лишним года продюсер отмечает, что ребята добились серьезного прогресса. Однако за этим творческим ростом стоит нечто большее. Истории всех этих людей не просто биографии, а свидетельство стремления к свободе и правде. Они вдохновляют и мотивируют на преодоление трудностей и поиск своего пути в новом обществе.